Всем доброе утро. 24-й, нет, третий день нашего камина. Мы находимся в городе Орио. Время почти 10 утра, 25 градусов. Жары не обещают, то есть дождя не обещают, но обещают нам жару в 29 градусов. Сегодня мы идем до города Сумая. Вот. Сумая знаменита тем, что там флиш. И там снимали... Как она? Эпоха империи? Нет. Хуэго де Тронос. Как она перевести-то? Хуэго де Тронос. Я забыла, как это будет по-русски. И еще там снимали фильм «8 баских фамилий». Ну, вот так вот. По расчетам это 16 километров, но мы прибавляем еще 4, ну где-то 20. Хотя нам сказали, что сегодня день халявный. Да, мы в это не верим. Ну, конечно, у нас лайтовый, да еще по жаре. И учитывая то, что нам нужно еще зайти в музей Баленсиагу, да, нас еще Баленсиага ждет. Мы хотим посетить этот музей. Не уверена, что мы туда попадем, но попытаемся. Сначала надо перейти мост, он за нами. А потом есть два пути. Либо вот за тем Белым домом подниматься наверх и идти по лесу, там, я так понимаю, в тенечек, но очень тяжело, устанешь. Либо идти вдоль речки. А мы, наверное, пойдем вдоль речки. Хотя у меня изначально была идея идти через верх. И там будет уже Сараус. Он сказал 5 километров идти. Вон там мост. Наташа меня ждет в этот раз. Пока я сделаю все эти говные видосы. Мы решили идти через лес. Нас там пытались уже остановить. Типа камин идет вдоль реки. А тут все-таки попрохладней. И вроде как не сильно большой подъем. Ну, мы еще не знаем. По карте похоже, что подъем небольшой. Ну, тут зато прохладно. Ну, 25 градусов на улице. Ну, там кораблик, может, мы какой-то не увидим, речку. Но мне кажется, мы их столько еще увидим по дороге, что это не проблема. Не, ну лес-то круче. Даже не знаю, правильно мы пошли или нет. Все-таки подъем есть. Зато красиво. Ну да, подъем. Потом спуск. Ну, вроде как она короче. Не знаю, может, на 100 метров. Бобра несу сегодня я. Не пугайтесь, он жив-здоров. Она жива-здорова. Ну, просто, когда мы завтракали, она еще спала. Ну, я даже бы не считала это горкой. Ну, тут совсем легко. Так что, ребятки, однозначно поднимайтесь. А вдоль речки не ходите, потому что по дороге пойдете. Я, честно говоря, по Google картам смотрела, там стрелки как-то обрываются. В общем, по трассе пойдете, может быть. А тем более сегодня отлив. Ну вот, вдоль речки, это значит идти вот вдоль вот этой трассы. Видно ее? А мы зато по лесочку идем. Очень миленько. Хорошо тучки. Не-не, тут круто. Вот такой у нас вид на город Орио. Начался подъем. О, кто-то на мотоцикле поехал. Причем затяжной подъем. Обстановочка вот такая. Мы прошли 3-4 километра. Так как жарко, подъем очень такой неприятнейший. Мы решили отдохнуть. Вот возле такого тотемного места. Тут на баском написано, ну, что-то «Счастливой дороги», «Хорошего камина». Что-то в этом роде.
Наташа отдыхает. Все тут достаточно бодренько ходят. Мы прошли одну шестую нашего пути. То есть половину от 1/3. Все ходят бодренько, кроме нас. Ну, а мы что, куда спешить-то? Сейчас поближе подойду. Тут есть ящичек для пилигримов. И в этом ящичке... Ой, что только тут нет. Тут даже вот есть тампоксы для девочек. Тут есть перчатки, какие-то обезболивающие, салфетки, пластыри. Вот ножниц нет. У меня пластыри есть, а мне ножницы нужны. А там даже, по-моему, шприц с ампулой. Я не знаю, что там. Штампа нету. Ну, в общем, вот так вот. А вот эта ведь штучка тут написано, это для девочек. Ну, там тампоксы, это видно. Прокладки, кстати, есть. Ну, круто, молодцы. Ну, про этот ящичек все знают, кто идет в Северное Камино. Смотрите, каждый виноградник подписан. Где чей? Я не знаю, ну, вряд ли, что тут указан сорт винограда. Здесь выращивают виноград, из которого получают вино белое. Чаколе они его называют. У нас не было возможности его попробовать, потому что, говорят, с него так сносит, потому что оно газированное. Чаколе. Я бы попробовала, но как-то вечером не получается, а в жару, не знаю, наверное, тоже не самое лучшее. Ну, красиво. Ну, в общем-то, мы почти пришли. Типа уже Сараус. Так, вот здесь вот развилка. И есть опять два пути, которые ведут в Сараус. И, по-моему, нам лучше идти. Все советуют, Гронзо советует идти по альтернативному маршруту. А альтернативный маршрут это GR. И получается, что нам направо. Ну, я на всякий случай с картой сверюсь. Ну, то есть можно и так, но альтернативный круче вдоль пляжа, деревянный настил и все такое. Пойдем туда. Вот туда. Сараус. А вон там, видите, горку, похожую на мышку. Это Гитария. И мы туда идем. На саму горку мы не пойдем, хотя там маяк и все такое. Мы посетим церковь, возможно, пообедаем. И пойдем не через верх. Две дороги к этой горе Мышь. Это либо через верх, точно не пойдем. Было в планах, но нет, жарко. Мы пойдем вдоль трассы, вдоль берега. Короче, в Баленсиагу мы не идем. Проживут без нас, зато 13 евро сэкономим. Ступенькам, кстати, неудобно идти. Они... у них какое-то не такое расстояние между ногами. Поэтому мы так идем, не по ступенькам. Тут все спускаются, поднимаются. Тропинки лучше. Ступеньки неудобные. Не просто так же народ тут тропинку просто топтал. Наша добрая традиция, если ты увидел город, часто еще будешь спускаться. А вон там вот футбольное поле и типа дорожка. Борт-волк, Пассео Маритимо или как-то там еще. Деревянный настил. Справа пляж, начался прилив. Слева люди играют в гольф. Попал, молодец. Очень хочется пойти на пляж, но поскольку мы улитки, если мы сейчас ляжем на пляже на час, то мы не успеем. Поэтому мы сначала дойдем до Гитарии, там пообедаем,
Потому что мы все время без обеда, но в Жару обедать не хочется. Ну, в общем, в баре посидим. И потом, наверное, пойдем на пляж. Ну, а потом уже к себе. Дальше куда у нас? Дальше у нас Сумая. Надо меньше пить. Это витамин В. Мне его не хватает. Мы идем. Какая-то открывашка. Мост. И мы по стрелкам идем в Гитарию. Есть вариант через верх, есть вариант через низ. А разница в метрах, по-моему, никакой, ну, либо несущественная. Но там надо подниматься. С точки зрения красоты пейзажа, по-моему, там тоже все одинаково. Там ты смотришь сверху, здесь ты смотришь снизу. Мы, так как устали, хотя еще вроде прошли-то всего только 6 километров. Не себя, а на другую. Чтобы сделать дорогу, они в скалах прорезали дырки. Ой, я не знаю, наверное, еще идти 1,5 километра. Но ветерок, солнце выключили, идти комфортно, но все равно устали. Так, мы прошли половину пути. Гитария. Немножко не так я себе представляла северный путь. Я думала, что мы будем спускаться и валяться на каждом пляже. Но у нас не получается. Если мы будем валяться на пляже по часу, то мы даже к 11 вечера не дойдем. Прошли уже второй большой пляж. Это пляж Гитария. Прошли Сараус. Ну, в общем, я надеюсь, что в Сумае мы все-таки попадем на пляж. И начался дождик. Ой, мы так рады ему. Я читала что-то в интернете про это, но я, естественно, забыла. Ну, решили подняться. Вернее, я решила подняться. Там, наверное, вход в какой-то музей. Интересно. Если денег не возьмут, то вообще замечательно. Мне кажется, тут просто смотровая площадка. Порт, церковь. В эту церковь нам надо. У нас по плану просмотр церкви. Церковь уникальна тем, что она имеет несколько уровней. И у нее там какой-то пол под наклоном. Ну, в общем, посетить ее must have. Смотри, какой герб. Без 15:03. Тут очень темно. Снимать сложно. Церковь уникальна тем, что здесь пол под наклоном. Ну, то есть, вот я стою ниже, чем Наташа. Даша выше. Ищем
И тут как-то мрачненько, я бы сказала. Вот здесь двухуровневый алтарь. Темно тут, света мало. Она освещается только естественным светом. А сейчас посмотрим. Сейчас мы покидаем Гитарию, идем в Сумаю. Обещают километров 6. Да? Ну, мы надеемся, что 6. Меньше. Дождик закончился. Ой, солнца хорошо, что нет. Но мне что-то холод бросило. Я оделась. Такие вот пироги. Идем под стрелком. Гронза рисует, что нам надо спуститься к Сумае. А так как мы идем через Гитарию, поэтому нам надо сначала подняться. У нас очередной подъемчик. Я переоделась вместо, сняла ботинки и иду в сандаликах. Это давно еще было, перед Гитарией. Потому что в 25-градусную жару ходить в ботинках с гортексом, это, убить свои ноги. Только что у нас был вот такой спуск, а теперь у нас вот такой вот подъем. Пять километров идти. Очередной спуск. И там какой-то туннель. Нас сопровождает рыжий пес. Тут такая интересная история. Это не церковь. И вот это вот не бар и не хостел. Это клуб по интересам. Я туда зашла, там 3 мужика, они говорят, у нас тут клуб. Я с ними поболтала о жизни, и они мне предложили, что ты хочешь, пиво, вино, чоколи. Я сказала, что я ничего не хочу, я устала. Они говорят, вот туалет, можешь сходить. У нас тут клуб. Мы тут сидим, тусим. Мне кажется, на этих 3 машинах именно они и приехали. Не знаю. Штампа здесь нет. Вот именно вот в этом месте штампов нету. И спускаться нам час. Все как... Все как... По классике. Да. Все по классической схеме. Спускаемся час. Город виден. Вот прекрасная дорога. А это, судя по всему, эвкалипты. Сейчас нас срубят. Нам показали, как путь нам сегодня дал эвкалипты. Все замечательно. Нет, мы, Наташа, пойдем на пляж. Мы сегодня, наверное, будем без ужина, но зато пойдем на пляж. А вон там-то какая красота. Спят они. Пони. Я хочу сказать, что я немножко не так себе представляла Северный путь. Я думала, мы будем ходить от пляжа к пляжу. То есть на каждом пляже будем спускаться, мочить ножки, лежать полчаса, а потом идти дальше. А что-то как-то не получается. Тут обычно идем мы по горам. Вверх-вниз, вверх-вниз. Пляж видим издалека. Было только 2 крупных пляжа. Это Сан-Себастьян и Сраус. А, еще в Гитаре был пляж. Но у нас времени не было. Мы не могли час провести на том пляже. Я надеюсь, сейчас вечером мы на пляж сходим. Мы продолжаем наш спуск. Спуск. Тут дети с мостов спрыгивают.
Причем детям 10-12. И это еще не тот мост, это маленький мостик. Они вон прыгают вон с того большого. Конечно, все это запрещено, но тут они все прыгают с набережных. Так, мы пришли. У нас очередной квест. Нам квест прислали в виде видеоинструкции. Наташа, давай нажимай. Оба-на, открылась. Шайтана. Не, ну тут должна быть даже ванна. Оба-на. Какой наш номер? А про номер ничего не говорили. Все наш? А я не знаю. Не может все наше. Слушай, мы в таких царских палатах еще с тобой не жили. Ну, интрак, видишь, что То есть мы в царских палатах. Ну ладно. Может быть, обувь было надо снять? А у нас есть какой-то номер? Короче, поднимаемся по лестнице. Какая комната? Вот, нет, подожди, тут вот такая картинка. Ну, наверное, она. Раз у нас с ключами. Ой. Ну, похоже. Только что-то тут как-то... Стелите сами, что ли? Подожди, тут нет унитаза. Не та. А, ну вот, унитаз наш. Вот это наше, да? Подожди, унитаз наш, а спать мы где будем? В этой А у нас какая комната? тоже унитаз. Я не знаю, какая у нас комната. А это без постельного белья. Может, вот это? А, ну дети уехали, оставили ключи. Ну, как бы я не знаю, но там она вообще без постельного белья. Это закрыто, да? В общем, мы что-то тут разобраться не можем. И вон там вон флиш и пляж. И мы сейчас туда пойдем. Как, правда, спускаться будем? Я не... Мы пришли. Мы не знаем, какой у нас номер комнаты. Но мне нравится вот эта вот комнатка. Поэтому вся... Да, вот ключ от этой комнаты. Как от этой? А это чья тогда? Ну что ты другая? А я там же окно открыла. Ну вот нет, вот наша вот эта. Кому же все открывают. Всем спасибо, все свободны. Всем до свидания, до завтра. Итак, у нас внезапное включение. И сейчас мы гуляем по пляжу, который снимался в фильме «Игра престолов». Я вспомнила название «Juego de Tronos». Ну, так оно по-испански. А вот там снимают чуваки какое-то другое кино. Что за кино, не знаю. Меня не подпускают близко вот к тем вот камням, вот к тому флишу. Вот эта штука называется флиш. Мне кажется, я такого в Карпатах видела очень много. Ну, в Крыму тоже. А тут прям сделали какую-то прям мировую достопримечательность. Я бы сказала, что ничего такого особенного тут нету. Мы все это уже видели. Вот такой вот пляж. Сейчас начинается отлив.
пляж, где снимали «Игру престолов».